Всем привет! Компания Xiaomi отпустила за пределы Китая самый доступный смартфон своей флагманской линейки Mi 8 Lite. К нам он доехал с ценником около $260, взамен которых предлагается корпус с градиентом, Snapdragon 660 и флагманская фронталка, которая накладывает макияж не только делая селфи, но и при съемке видео. Сегодня посмотрим, как это работает, и поищем, что еще интересного есть в новом смартфоне. На глобальном анонсе, который, кстати, проходил в Киеве, Mi 8 Lite представляли с лозунгом «Фотографируй на стиле», из чего можно вывести две основные составляющие – дизайн и камеры. На них и сосредоточимся. Что интересного в дизайне видно сразу – это синий-фиолетовый градиент. Понятно, где Xiaomi подсмотрела эту идею, но ничего плохого в этом нет. Есть слухи, что даже Samsung, которая держится подальше от заимствования, скоро тоже пустится в градиенты. И это хорошо, так как действительно интереснее однообразных заливок. Об этом уже нет смысла говорить. Есть и все тут. При желании можно спрятать. В целом же на фронтальной панели ничего интересного. Неплохие рамки, есть подбородок, все по классике. А вот снизу от классики отошли. Есть симметрия решеток, USB-C и нет разъема для наушников. Красиво, но оценят не все. Придется либо осваивать Bluetooth, либо пользоваться переходником на 3,5 мм. Он идет в комплекте. Кстати, еще в коробке есть силиконовый чехол. Градиент не прячут, можно пользоваться. Что касается стиля, выяснили, теперь о камерах. Основных модуля два. Sony IMX363 на 12 мегапикселей скомбинировали с самсунговским для боке. Для своей цены Mi 8 Lite снимает очень хорошо. В большинстве сценариев получаются резкие снимки с минимальными следами перешарпа, который обычно съедает детали. Тут такого нет. Ночью он справляется с переменным успехом и сдает только когда источников света совсем мало. Тут уже физические характеристики модуля не перепрыгнешь. В Mi 8 Lite очень много акцентов на AI, он же искусственный интеллект. Для производителей это один из новых трендов, и Xiaomi к нему тоже приобщилась. Хотя лучше сказать, попробовала приобщиться, потому что получилось не везде. Слабое место – съемка портретов. В этом режиме у восьмерки редко получается что-то нормальное. И даже в этом случае результат на уровне простого программного боке, где используется только одна камера. С видео тоже не совсем понятно. В настройках есть пункт стабилизация, который можно включить как в Full HD, так и в 4К, но на деле он ничего не меняет. Очевидно, что видео пишется без стаба. Успокаивает то, что это очевидные программные недоработки, которые, уверенно, поправят в новых прошивках. Кроме вышеупомянутых моментов, впечатление положительное. AI без фанатизма красит фото, а при переключении на фронталку активируются фокусы поинтереснее. Во-первых, мне понравился сам модуль. Флагманский Sony IMX576. Он отлично снимает как на улице при хорошем свете, так и в помещении. Детализация прямо радует. Дальше больше. Нажатие на магическую палочку включает режим AI макияж, в котором накладываются разные фильтры. Просто зацените список. Они могут сузить лицо, убрать подбородок, уменьшить нос, увеличить губы, глаза и, конечно же, поработать над ресницами. И все это не перечень услуг пластического хирурга или косметолога, а настраиваемые эффекты. Вот они выключены, а вот включены. Результат, как говорится, налицо. В режиме видео отчасти тоже работает. Происходит обработка тона кожи и создание эффекта легкого мейкапа. Пригодится, когда, например, хочется снять спонтанное видео для Инстаграма, а тоналку наносить лень. Что же, вот они, два столба смартфонов Xiaomi Mi 8 Lite. Дизайн и камеры с наворотами. Как по мне, и то, и другое заслуживает хорошей оценки. По остальным важным моментам смартфона быстро пройдемся в формате вопрос-ответ. Да, хорош. IPS-матрица с разрешением 2280 на 1080. Цветопередача насыщенная, углы обзора широкие. Да, можно установить microSD вместо второй симки. Не скажу, что сильно громкий, но качественный. Обычно в смартфонах среднего уровня его хочется поскорее выключить, а тут наоборот, звук достойный. Snapdragon 660, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной. Еще есть версии с объемом 6 на 128. Это хорошо, всем знакомая платформа среднего уровня. Игры тянет неплохо. Где-то на средних настройках, где-то и высокие легко возьмет.
ОС работает быстро, даже при серьезных нагрузках. Особенно мне понравилось, как в данный момент выглядит MIUI, в моем случае версии 9.6. У нее красивая анимация и плавные переходы. К сожалению, NFC нет, это минус. С 8 часов утра и до глубокого вечера с натяжкой доживает, показывая около 5 часов экрана. В целом, как и большинство смартфонов с IPS-экраном и батареей около 3300. Да, есть такая Quick Charge 3.0. За полчаса смартфон заряжается до 50%, полностью за час 15. Xiaomi Mi 8 Lite – это прежде всего смартфон с хорошими камерами. Особенно у него выделяется фронталка от Sony, которая снимает отлично и лицо может подправить, причем как на фото, так и на видео. Есть тут подобие искусственного интеллекта и портретная съемка, но до обновления прошивки я бы на эти режимы особо не рассчитывала. На данный момент они сыроваты. Кроме камер могу выделить и градиент корпуса. Да, это уже не уникальная фича, но и не массовая пока. В остальном имеем хороший IPS-экран, звук, среднюю автономность и Snapdragon 660. Последний все еще котируется играми и системой. Из минусов у смартфона только отсутствие NFC и разъема для наушников. Хотя насчет джека уже спорно, в последнее время от него все чаще отказываются, поэтому лучше вы напишите в комментариях, какими наушниками пользуетесь чаще, проводными или беспроводными. Также не забудьте про Mi 8 Lite и стандартный набор из лайка, подписки и колокольчика. Пока!